Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Пришло время консервировать огурцы на зиму. Вот я был вчера на сельском рынке и купил у корейцев мешочек огурцов. Огурцы хорошие, внутри не полые. Нужно всегда перед покупкой разламывать 1-2 огурца и смотреть, нет ли там пустот. Потому что такие огурцы будут, во-первых, невкусные, во-вторых, они очень плохо консервируются. Часто такие огурцы взрываются. Вот у этих продавцов мне что понравилось. Если у всех практически на базаре огурцы лежат вот в таких мешках под открытым небом при 40-градусной жаре, то здесь лежат они в холодном складе. И это мне очень понравилось. Там работает на полную мощь кондиционер, прохладно, и огурцы холодные. Вот я потому там их и взял. Цена у нас на огурцы там от 35 рублей до 50 рублей. Естественно, мешками продают дешевле. Вот я взял мешок 37 где-то килограмм, по 35 рублей за килограмм. Баклажаны 10 рублей килограмм. Помидоры от 5 до 10 рублей килограмм. Прекрасные помидоры и на купорку, и на салаты. Отличные просто. Перец острый от 50 рублей до 100 рублей килограмм. Но 100 рублей совсем отборный, прям один в один красный. Чеснок 150 рублей килограмм. Наш местный чеснок хороший тоже. В общем, цены хорошие на рынках сейчас. Так что будем мы сегодня огурцы купорить. Купорить мы их будем разными способами. Сейчас я пойду, вывалю этот мешок в ванну и залью холодной водой. Часа на 3-4. Огурцы все равно нужно обязательно замачивать, чтобы они напитались водой, заодно и помыть там их. В общем, перед купоркой огурцы всегда нужно замочить в холодной воде. Сейчас я покажу еще один способ засолки огурцов. Он схож с моим предыдущим рецептом, по которому я уже солю несколько лет. Но этот рецепт более экстремальный. Солить мы огурцы будем вот в таких пластиковых бутылях. Это удобно делать, когда вы где-то на даче, когда у вас нет тары. И так можно загрузить много огурцов, вот в такую бутыль. Сюда влазит около 3 килограмм огурцов. И потом спокойно в багажнике довести, не побив баллоны. Это достаточно удобно. И огурцы получаются тоже вкусные, они получаются тоже как бочковые. Солить просто. Нам для этого понадобятся огурцы, перец острый, чеснок, сельдерей, зелень, листья хрена, листья вишни. Но это по желанию. Можно их вообще не использовать, а можно взять какие-нибудь другие листья. Листья смородины, черные или красные, листья дуба. Это все пойдет. Лавровый лист. Укроп. Если есть укроп зеленый с зонтиками, зрелый уже, то лучше его. Если его нету, то семена укропа. Вот у меня просто семена укропа. Если семян нету, то они есть в любой аптеке. Можно пойти и там купить. В первую очередь нужно сделать рассол. Разводим в холодной воде соль из расчета 100 грамм на литр воды. Или килограмм на 10 литров. И хорошо размешиваем до полного растворения соли. Теперь эту кастрюлю можно отставить. И пока мы будем заниматься зеленью, пока будем накладывать огурцы в банки, время от времени помешивать соль, чтобы она хорошо растворялась там. Вот я ее пока убираю. Ну и теперь все просто. Начинаем наполнять всеми ингредиентами нашу бутыль. Кидаем лавровый листик, несколько вишневых листиков,
Если есть смородина где-то поблизости, то смородиновые листья тоже очень хорошо пойдут. Очень хорошо. Перчик. Чеснок. Чеснок я обычно режу. Он так лучше отдает весь аромат свой. По количеству строгих ингредиентов нет. Все по желанию. Хотите больше перца, кидайте больше перца. Больше чеснока, кидайте больше чеснока. Теперь сельдерей. Порезать. Чтобы он равномерно укладывался. А можно и целиком положить. Также листья хрена. Ну, ложечку сюда укропа, можно 2. Это все по желанию. Если есть зонтиками укроп, то будет еще лучше. Он просто потом не будет вымываться вместе с рассолом. Ну и все, начинаем забрасывать огурцы. Я вот специально делаю в таких бутылях, чтобы потом можно было с собой легко куда-нибудь взять. На природу, в арпачин, на рыбалку. Чтобы по пути не побить стеклянные банки. Вот в этом будет очень все удобно. Утрясаем немного. Между слоями огурцов можно еще сюда подкинуть каких-нибудь листиков, перчика. И опять под верх забиваем огурцами. Соленые огурчики на природе разлетаются очень хорошо, очень быстро. Поэтому иной раз не хватает даже 3-литровой банки. А здесь будет как раз то, что нужно. Можно забивать под самый верх, потому что огурцы потом еще присядут.
когда пройдет брожение. Ну вот так будет достаточно. Соль растворилась. Теперь берем и заливаем огурцы рассолом. Под самое горло. Ну вот, на 5-литровую бутыль уходит примерно 3 килограмма огурцов и примерно 2700-2800 литра рассола. Теперь берем, просто прикрываем, не герметично, банку и ставим ее куда-нибудь. Вот на поддон, потому что огурцы начнут бродить и вполне возможно будет с банки что-то вытекать. Поэтому заранее лучше что-то подложить, или тряпку, или какой-то поддон. В общем, вот вся засолка заняла несколько минут. Теперь мы эту банку в таком состоянии, не на солнце, оставляем примерно на 5-6 дней, чтобы они хорошо пробродили. А после закрутим. Ну и также делаем вторую бутыль. Ингредиенты можно менять. Перца больше или меньше. Можно добавить даже горошком перца черного. Прикрываем неплотно и отставляем на брожение. Здравствуйте, друзья! Огурцы квасились ровно 5 дней. Я сделал 2 пластиковые бутыли и 4 банки я закрою по своему старому рецепту, вокруг которого было очень много споров. Они схожие по принципу, но здесь просто это в пластиковых бутылях. В некоторых случаях это может быть удобнее, чем в банках. С прошлого года возникло очень много споров. Появились эксперты, которые говорили, что это все неправда, что такое быть не может и не может быть никогда, что эти огурцы храниться не будут. Так вот, я еще раз повторяю. Вот огурцы, которые у меня с 2016 года и с 2015 года. Вот 2015 год. Посмотрите на огурцы. В этот год мне попались очень хорошие огурчики, меленькие, с пупырышками. И вот они с того времени, вот у меня остались, лежат в обычной кладовке. Я живу в многоэтажке, и кладовка у меня находится на лестничной клетке. Поэтому там о каком-то холоде говорить не приходится. Огурцы хранятся практически при 35-градусной, при 40-градусной температуре. Вот они спокойно лежат. Прозрачнейший рассол. Огурцы красивые и очень-очень вкусные. И вот прошлогодние огурцы. Эти огурцы уже мне попались похуже. Сам сорт, видимо, другой. Оно даже видно по цвету. Эти более зеленые. И вот они тоже хранятся в той же кладовке. Вот, я их специально подписываю, чтобы было понятно. Огурцы не взорвались. Они вкусные, хрустящие и хорошие. И самое главное, что это огурцы не маринованные. Это огурцы консервированные естественным путем при помощи молочно-кислых бактерий. Вот еще раз говорю для тех, кто не верит. Потому что я уже устал спорить. Я уже стал этих людей просто блокировать, потому что они меня достают. Вот я просто последний раз показываю. Не хотите, не делайте. Хотите, пробуйте. Я такие огурцы делаю с 2015 года. И вот они мне нравятся, и буду делать дальше. Ну а сейчас мы продолжим процесс консервирования огурцов на зиму. Эти мы убираем опять в кладовку. Ну что, теперь делается все очень просто. Как и в прошлом моем рецепте. Берем весь этот рассол, который уже отработал. Принцип здесь такой. Рассол был очень сильно пересоленный.
здесь 10% раствор соли. Он огурцы пересолил. Теперь он нам не нужен. Бактерии сделали свое дело. Вот он весь мутный. Это выпавшие бактерии. Вот сейчас мы их сливаем. Запах, кстати, очень хороший. Прям настоящими бочковыми огурцами. Крышку споласкиваем. И теперь заливаем их холодной водой. Примерно до половины. И хорошо промываем, чтобы смыть весь этот рассол. Нам нужно избавиться от всего белого налета, который здесь выпал. Это будет гарантия того, что огурцы не вздуются. Опять сливаем. Промываем так несколько раз. Вот при таком способе желательно все специи класть сразу на дно. Они так меньше вымываются отсюда. Вот весь чеснок, все листики, все осталось здесь. Ну вот, хорошо, несколько раз промыли. Теперь берем и наливаем просто чистой воды с крана. Если у вас после этих бутылей осталась вода, которая в них была, можете залить, в принципе, ей. Разницы большой нет. Но специально там покупать воду чистую сюда не надо. Ну, смотря какой, конечно, у вас водопровод. Потому что у нас вода хорошая течет, чистая, ее можно прям с крана пить. Теперь берем, наполняем под самое горло, как и в прошлом рецепте, чтобы была прям горка воды. И аккуратненько закрываем. Вот и все. Теперь мы эти огурцы ставим дня на 4, на 5, просто под наблюдение. Чтобы если вдруг процесс возобновится, а в некоторых процентах он может возобновиться и может немного банку поддуть. Но для пластиковых это не проблема, просто немного крышечку приоткроете, воздух выпустите и все. Но первое время, 4-5 дней, за ними нужно понаблюдать. И примерно через 1-2 месяца огурцы, соль, которая в них вошла, отдадут это все в воде чистой, баланс солевой уравняется, и рассол получится вкусный, и огурцы будут не пересолены. В общем, принцип этого рецепта такой. Никакой сюда уксус, ни сахар, ни какие-то консерванты больше сюда добавлять не надо. Главное правильно сам сделать процесс. Вот на дне, вот он осадок этих бактерий. Их нужно хорошо вымыть. Ну и эти банки мы теперь закупорим по старому нашему рецепту. Надеваем крышку. Можно, в принципе, через пальцы это все пропустить, если крышки такой нет.
И хорошо промываем налет. Вот огурцы сразу видно, на них прям осел этот осадок. Вот нам его нужно хорошо смыть. Вон видно, вот он. Вот он. Сначала промываем полностью все огурцы, чтобы максимум сошло рассола. Теперь наливаем примерно половину банки и хорошо болтаем. Промывать надо несколько раз, чтобы как можно лучше избавиться от использованных бактерий. И вот еще что здесь получается. Огурцы во время засолки приседают немного. И вот банка теперь не полная. Можно одну банку какую-то оставить, чтобы дополнить все остальные банки. А в принципе можно этого и не делать. Но я пока посмотрю, как в других будет пространство. Если много, то я тогда одну банку все-таки раскидаю по всем. Вот, белого налета уже нет. Еще промываем. Дно чистое, огурчики все чистые. Все, больше промывать не надо. Ну вот сюда можно теперь доложить огурчиков из этой банки. И так мы ее, может быть, и раскидаем. Ну вот так вот, сильно плотно прям уталкивать не надо. Теперь, как и в прошлом случае, наливаем обычной холодной пресной воды. Под самое горло. Стучим, чтобы воздух вышел. Чтобы прям образовалась вот такая горочка. Теперь накрываем это крышкой и сразу закручиваем. Крышки стерилизовать не надо. Ну вот так все получилось. Там, конечно, все равно воздух остался немножко. Вот совсем немножко. Но это не страшно. Если вдруг
Через несколько дней, через 2-3 дня будет сразу видно. Крышка начнет надуваться. Если чуть-чуть, то не страшно. Если сорвало или если прям видно, что она сильно надувается, долить воды, ничего больше не делать и взять новую крышку и закрутить. Вот и все. И скорее всего после второго раза эти огурцы уже будут стоять и крышки надуваться не будут. Для закупорки огурцов самое важное — это найти хорошие огурцы именно для закупорки. Потому что бывает даже в супермаркетах продаются красивые, но неизвестно, где они там выращивались, на каких плантациях и с какой химией. Но они даже при такой закупорке, когда вообще огурцы не обрабатываются кипятком, они вот так вот расквашиваются в руках. Поэтому это не зависит от того, горячая была вода или холодная. Потому что многие думают, что раз у них такие огурцы получились мягкие, распадаются, то значит они их переварили или перегрели. Нет, это просто такой плохой сорт огурцов. Или сорт, или они так выращивались, или в них много какой-то химии, которая это все делает. Но это не зависит от того, кипятком вы их заливаете или холодной водой. Еще какая особенность купорки таких огурцов. Если первоначальное сквашивание проходит в теплых условиях, то хватает 3, 4, 5 дней. Если прохладно, то нужно увеличить сквашивание на 6, 7, 8 дней. Просто смотрите по рассолу. Если интенсивное газовыделение прекратилось, значит все, процесс завершен. Можно сливать и закупоривать. Но такие не получаются. Еще раз напоминаю, если у вас есть прохладный подвал, опустите их туда. Если нету, они хранятся при комнатной температуре. Ну, такие получились огурчики, консервированные естественным брожением и закупоренные холодным способом. Без кипятка, без уксуса, без консервантов. Ну а потом, когда вы соберетесь открывать эти огурцы, верхние можно выбрать аккуратненько вилочкой, после обрезать бутыль и переложить огурцы в любую посуду. В стеклянные банки, в пластик, куда угодно и поставить в холодильник.